Привет всем, друзья! Сегодня займемся подготовкой основания под наш новый пол, а точнее будем протягивать доски старого пола, чтобы в дальнейшем, когда мы будем укладывать уже новый пол, он у нас нигде не скрипел. Но прежде чем мы приступим, хотел сказать вам огромное спасибо за ваши просмотры, лайки и комментарии. В последнее время их стало гораздо больше, что не может не радовать. Продолжайте в том же духе. Ну и отдельное спасибо хотелось сказать за ваши комментарии и советы, которые вы оставляете под роликами. Ну и давайте пробежимся немного по материалам, которые мы купили для пола и для возведения стен. Во-первых, это у нас звукоизоляция, она же гидроизоляция. У нас пенолон акустик толщиной 5 мм. Такой рулон вот 23 квадратных метра. Стоимостью вот 3 414. Ламинат 33 класса. Взяли мы с фаской. Понравился нам очень цвет. Цвет у нас дуб Петра. Цена за пачку у нас получается 1342. Вот такой влагостойкий ДСП. С замочком идет. Значит, плита ДСП 11 мм толщиной. 1800 на 600 ее размер. Думал сначала взять фанеру. Но по квадратным метрам такая плита получилась дешевле даже, чем влагостойкая фанера. Стоимость одной плиты 541 рубль. Для стен взяли гипсовую позагребневую плиту, полнотелую вот такую. Размер ее 667 на 500 на 80 миллиметров. Стоимость одной плиты 203 рубля. Ну и для соединения этих самых плит клей на 30 килограмм 337 рублей. Ну вот такие, друзья, материалы были закуплены нами. Что бы купили вы или что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях под этим видео. Ссылочки на все материалы, как всегда, будут в описании и под этим видео. Поехали работать! Вы, наверное, помните, что в видео, в котором я ломал стены, а если вы его еще не смотрели, то ссылочка будет в подсказке и в описании под этим видео. Я говорил о том, что прекрасно, что мы, когда сломали стену, увидели лаги пола. И многие из вас, наверное, уже догадались, почему это прекрасно. И да, вы совершенно правы. Лаги нам нужны для того, чтобы протянуть старые доски пола. Так как пол очень старый, местами доски очень сильно скрипят, местами скрипят где-то так слегка. Поэтому, чтобы потом новый пол наш не скрипел, нам нужно протянуть старый хорошенько. И так как ремонт у нас все-таки бюджетный, мы не будем вскрывать старый пол, удалять его, делать новую стяжку или там, не знаю, наливные полы, потому что ремонт все-таки, как я уже сказал, бюджетный. Да и вообще не хочется мне, потому что, чтобы сделать даже стяжку, если делать ее своими руками, то есть максимально сэкономить, мы взяли квартиру на 5-м этаже в старом доме. Соответственно, все поднимать нужно вручную. А это горы, тонны цемента и песка нужно будет поднять, чтобы делать стяжку под новый пол. Поэтому ограничимся протягиванием досок старого пола. Потом сделаем шумоизоляцию и уже будем настилать новый пол. Вот видна у нас лага пола. И мы сюда вкручиваем вот такие вот желтые саморезы, 4,2 на 100 я взял. Пока прикрутил один, но в принципе там, где доска больше чем 100, лучше делать 2. Там, где доска поуже, допустим 100 или 90, там можно делать 1. Протер пол, чтобы вам было лучше видно. Крутил саморезы и кручу, а здесь уже в этом месте нет лаги. В итоге получается, что она короткими какими-то, то есть не во всю длину комнаты идет, а куда-то смещается. Чтобы определить, куда же она все-таки у нас ушла, я забрал из машины просто вот такой держатель для телефона магнитный. Можно, конечно, взять любой какой-то магнит. Более мощный, наверное, даже будет удобнее, потому что, ну, этот все равно не такой. Но и с помощью него можно, в принципе, определить. То есть начинаем отсюда и в разные стороны куда-то расходим, пытаясь под краской
так как гвоздь под краской нас не видно, под краской почувствовать, где у нас он примагничивается. Вот есть место. Проверяем на соседней доске. Вот гвоздь. Ну и таким образом получается, она сдвинулась куда-то вот сюда, идет соседняя. То бишь следующие будем крутить здесь. Засверливаемся. И вкручиваем саморез. Все. Вот он точно попал в влагу, утопился. Проблема решена. И таким образом пойдем сейчас протягивать весь пол. Так, один моментик. Доски вроде бы протянули. Здесь вот доска сотка, даже на 2 самореза я ее протягивал. Но пол все равно продолжает скрипеть. Получается, что скрипят у нас уже не сами доски, а лаги, которые на которые эти доски, соответственно, крепятся. Проблема может решиться следующим образом. Делаем еще одно отверстие здесь. И насквозь проходим еще саму лагу. Далее перфоратором уже буримся в бетон и саму лагу, получается, крепим к нормальному бетонному основанию пола. Таким образом избавимся от скрипа. Ну вот, друзья, как-то так весь пол по всей квартире мы протянули. Для этого нам потребовалось аж 12 килограмм желтых саморезов по 300 с чем-то там рублей за килограмм. В общем и целом где-то 4000 с копейками на это ушло. Плюс небольшие расходы на анкера, которыми я притягивал лаги уже к бетонному основанию. Ну и где-то местами использовал шуруп по бетону, они же в простонародье нагиля. Больше всего пол скрипел на кухне. Теперь тут ничего не скрипит. Небольшой вот этот гулкий звук, но эта проблема тоже решаема. Ну и пока мы не будем торопиться укладывать звукоизоляцию и фанеру на наш старый пол, потому что, во-первых, нам предстоит подготовить стены под электропроводку, а это опять, пусть и небольшой, но все-таки мусор, а он нам на новом полу совсем не нужен. А во-вторых, возможно, мы пропустили какое-то место, когда протягивали пол, лаги, и этот скрип где-то проявится. И пока у нас нет нового пола, мы сможем этот скрип легко устранить. На этом все, друзья. Увидимся с вами в следующих выпусках. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Все необходимые ссылки я оставлю в описании под этим видео. Спасибо вам за просмотр. Всем вам огромной удачи и пока.